28 чэрвеня 1941 года нацысцкія войскі занялі горад Мінск. Праз 3 тыдні 20 ліпеня быў выдадзены загад палявога каменданта аб стварэнні гета. Афіцыйна яна называлася яўрэйскім жылым раёнам. Стварэнне мінскага гета было часткай генеральнага плану па ліквідацыі яўрэйскага народа. Нацысты называлі гэта канчатковым рашэннем яўрэйскага пытання. Мінскае гета было адным з самых вялікіх у Еўропе. Праз яго прайшло больш за 100 тысяч яўрэяў. Акрамя выхадцаў з Беларусі, тут былі таксама яўрэі з Германіі, Аўстрыі, Чэхіі і іншых краін. Усяго каля 23 тысяч яўрэяў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Ужо ў жніўні пачаліся масавыя акцыі знішчэння. Адзін з найвялікшых пагромаў адбыўся 7 лістапада 1941 года. Пасля таго, як рабочыя калоны былі выведзеныя, раён быў ачэплены. Жанчын і дзяцей сабралі і пагналі ў Тучынку, дзе яны былі расстраляны. Да вайны гэта была вёска, дзе знаходзіліся кар'еры цаглянага завода. У той жа дзень па розных падліках было забіта ад 5 до 10 тысяч чалавек. Усяго на працягу 1941-1943 гадоў у выніку пагромаў у Тушынцы было забіта больш за 14 тысяч чалавек. Канчаткова мінскае гета было ліквідавана ў 1943 годзе. Праз 65 год у 2008 годзе недалёка ад месца масавага пакавання быў усталяваны мемарыяльны знак. Ідэя помніка належала старшыні Саюза яўрэйскіх супольнасцяў і грамад Леаніду Левіну. Его поставили несколько лет назад, и думаю, что идея была неплоха, но потом здесь разбили за памятником парк, в котором постоянно пьяницы сидят на скамейках. Скажем так, идея этого памятника в память о евреях портится тем, что здесь постоянно пьяные компании веселятся вечерами. Мы здесь вот первый раз гуляем. Если я не ошибаюсь, то это памятник посвящен всем тем, кто погиб в гетто во времена Бога. Нет, как вот две стены, как бы вот какое-то столкновение наций, наверное. И вот люди, которые были неугодны, их просто задавили. Ну, это лично для меня так. Я не вельмі люблю памятники про великую жизнь. Я не ведаю. Я думаю, что это вельмі цяжкая тема. Про неї вже вельмі багато сказано у школі. Лепш робіць памятники про некие добрые воспоминания. У нас очень много сейчас памятников, но спросить у людей, немногие их посещают. Да? То есть, как бы, у нас есть прекрасная Брестская крепость, например, да? И Хатынь. Это вот Хатынь как минимум отличный пример. Да, в которой даже не было, может, там, я не знаю статистику, конечно, но мне кажется, очень много белорусов не было, и не знаю. Ну, скажем так, если как бы приедут гости в нашу столицу, это поймут, что это Школь, но как бы чему конкретно посвящен этот памятник? Если люди, во-первых, не знают, что как бы я, скажем, коренная минчанка, я не знала, что на место Кальварийского кладбища тут как бы было то, что чему посвящен этот памятник, скажем так. По крайней мере, сейчас есть очень много движений, направленных на то, чтобы подавить любой расизм, да, и сейчас, мне кажется, это даже неприлично выражать какой-то расизм среди своих друзей, вообще в обществе. Это некрасиво сейчас, и это здорово, что сейчас именно такая атмосфера, где это не принято, не хорошо и не красиво. У нас достаточно в обществе еще нетолерантные люди, я считаю, и нам есть еще очень много куда развиваться. Например, если взять там те же Европу и Америку, у них это гораздо все, может быть, навязано, может быть, это не совсем людей, я не знаю, но как-то там гораздо больше это развито. У нас, не увидишь столько много людей, я думаю, им некомфортно. И я уверен даже, что сейчас некомфортно, например, азиату или афроамериканцу жить в Беларуси. Мне кажется, в рамках Беларуси не очень острая проблема стоит. Антисемитизмом. Конечно, актуальная. Актуальная, потому что неспокойно в мире. Иногда видишь, что даже молодежь бывает
неспокойна в своих проявлениях или эмоциях, или радикально как-то настроена в своих мыслях. И, конечно, это тревожит.